Так, ну что у нас? Надо включать актера. Актера надо включать. Всем здравствуйте, всем привет, с вами, как всегда, я Леха Хардплей. Здравствуйте. Я здесь. Вот человек в чате пишет, где уведомления? Где уведомления? Потому что надо прямо сейчас на канале, ребят, проверьте. Спам уже нет на канале, я вам всякие херню разные не спамлю. А вот сегодня мне с роликов про Димку Масленникова и про еще один ролик Юрий из профессии анал не пришло оповещение. Потому что вот здесь вот не у всех стоит колокольчик. У меня стоит, оно и то не пришло. Проверьте, пожалуйста, у вас у многих вот так вот отключено. А надо все первая буква. Поняли? Да, всем хорошего настроения, всем спасибо огромное за подписки, за хорошее настроение, короче, за все. И мы продолжаем. Мы, кстати, идем к 3 миллионам, если что, это просто держу в курсе, да, держу. Так что всем спасибо, кто там подписывается, делится каналом. Всем, чтобы хорошо прям перло у всех, из всех щелей. Да, на Hard Insight тоже подписывайтесь, вот телега, видал? 240, есть 144. У меня такое ощущение, это качество, блять, оно куда-то в отрицательную идет, эту шкалу. То есть, знаете, как бы, вот эти вот полеты на Марс, вот эта вся вот эта вот ебатория, но почему-то я замечаю то, что на видосах на Ютубе камеры в минус у всех идут. Что это такое? Охотничьи камеры очень популярны в наши дни. В основном их предназначение... Кстати, элита смотрит всегда, знаете, в каком качестве? Правильно, в 144. Я с вами мысленно, пацаны. А у кого интернет хороший, переключайте. У YouTube выставляет качество всегда или 720, или 1080. А ты включай в 2К, блядь. Там будет видно все вот это вот, все будет видно, да, в хорошем качестве. Да, я очень стараюсь. Отслеживание животных, наблюдение за их... Блять. Наши дни. В основном их Сейчас в КС-ке мне аккаунт передадут, надо будет. Предназначение Можно аватарку такую? Во! Надо это... Аватарку. Знаешь что, на сутки себе в ВК поставлю, если этот ролик 50 тысяч лайков наберет, поставлю себе на сутки ВКонтакте вот эту вот фотокарточку. Могу, да. Если что, мне напомните, как наберет. А что, нормально, пусть думают. Животных, наблюдение за их поведением и дальнейшая охота на них. Но иногда охотничьи камеры Я сегодня смотрел медоеда. Короче, он со змеей зарамсился, прикинь. Эти лютые животные. Он со змеей какой-то зарамсился. Представляешь? Короче, он там что-то, я думал, все, она его задушила. А он, короче, прикинь, притворяется, блядь. Он ее троллит. И, короче, то ли шакал, то ли какой-то койот, типа волка маленького такого подходит, короче, думает сейчас кусочек урвать. Бля, медоед, короче, ты прикинь, короче, взял, змею в сторону откинул, короче, напихал сначала шакалу этому, потом змею в нору унес, блядь. Я говорю, я говорю, ты, что, бессмертный, что ли? Борец, наверное, да. С Кавказа пацан, наверное, борьбой занимается. Воткнуло одного и второго. Нормальные ребята. совершенно случайно ловят необъяснимые жуткие моменты, которые невозможно объяснить логикой. Это совершенно новая подборка со странными событиями, странными существами, снятыми при помощи охотничьей камеры. Что скрывается в лесу и возле? Смотрим и разбираем. Вы на канале... О, нормально, оставил. Кстати, ссылочку на зомби Чеза оставил внизу в описании. Надо перейти, привет передать, сказать ха. И вот так протяжно можешь ему написать ха. Зомби Чеза. Ну и у нас там что-то и погнали. Я вот забываю тоже всегда. Вот видишь, лайк сейчас забыл бы поставить. Ты тоже давай сразу воткни. Эти новые изображения, пойманные на охотничью камеру, активно прямо сейчас обсуждают. Все хотят выяснить, что это за человеческий силуэт ходит посреди ночи и леса. Было загружено 2 изображения с охотничьей камеры, подпись которым гласила: «У моего дяди есть охотничья камера, которую он разместил в доме бабушки и дедушки, которые оба мертвы, а дом заброшен. Камера делает сразу 3 изображения, каждый раз, когда обнаруживает движение. Эта штука появляется только в одном из 3 кликов. Изображение, снятое за долю секунды, показывает гуманоидную фигуру, стоящую в темноте. Фигура вызвала бурные споры среди пользователей
людей, и многие задавались вопросом, является ли Это фигура грибник. призраком или чем-то другим. Происхождение фигуры, Мухомора выходящей из ночного леса, остается загадкой. Ясно то, что фигура появилась на долю секунды и исчезла. Призрак или психбольной, сбежавший из больницы. На данный момент А возможно, психбольной призрак, афроамериканец с лысой головой, который сбежал из психбольницы, из-под домашнего ареста, которого лечили несколько лет, который прорыл подкоп, выбрался, короче, его поймали, снова посадили в самую охраняемую тюрьму в мире, и, короче, он оттуда путем того, что его, короче, он притворился мертвым, съел, короче, заранее там какие-то тоже грибы, короче, притворился мертвым, его, короче, взяли, скинули с обрыва в реку, в воду, блядь, понимаешь, он выкарабкался вилкой, короче, заостренный, проковырял гроб, в котором его выкинули, и, короче, оттуда вылупился, пришел в этот лес и попал на камеру. точной информации и доказательств нет, только небольшая страшилка. Кто сейчас это сказал? Эти новые изображения, пойманные на охотничью камеру, активно прямо сейчас обсуждаются. Все хотят выяснить, что это за человеческий силуэт ходит посреди ночного леса. Попытка канадской любительницы природы запечатлеть дикую природу на охотничью камеру привела к ужасающим неприятным последствиям, после того, как она непреднамеренно задокументировала голых ведьм, поедающих тушу, ночью, прямо у своего дома. Но тушу они поедают, и пусть поедают. Ну где голые-то? Ну чего тряпками-то закрылись? Надо, чтобы тело дышало. Ну что это такое? Это значит для Ютуба, а это что за нога? Спалився? Дурак. дома. Автор снимков специально установила охотничью камеру напротив случайно найденной туши оленя и надеялась запечатлеть хищника, но тут оказалось Хищник. намного интересней. Мы видим изображение, явно предполагающее шабаш грызущих оленей. Прямо сейчас эти кадры и эта история взрывает интернет, и зрители предполагают, что ночные ведьмы проводили какой-то сатанинский ритуал. Сатана Макела, блядь. Если вы хотите посмотреть запрещенный ютубом ролик, который мне пришлось вырезать из этого выпуска, на видео изображен зомби-олень. Был снят охотничьей камерой. Не фейк, гарантирую. Олень без части тела ходит как ни в чем не бывало. Сдох и пох. Не кликбейт. Пост за 26 февраля. Прямая ссылка на пост будет в Лежу, описании. воняю. Еще раз, чтобы потом не писали, где это видео с зомби-оленем. Якобы это... Да. Я зашел и нашел, надо подписаться, да. Могу. И вот сюда подпишись. Там вообще оленей, знаешь, сколько иногда в комментариях. Извините. кликбейт и так далее. Пост в телеграм-канале 26 февраля. А также, раз туда А там еще, знаешь что, чат есть. Если нажмете кнопочку чат, вот у Hard Insight, вот у этого телеграм-канала есть чат. Там 7000 сидит. Там вообще песня, блядь. Там я порой туда захожу, я вообще орирую просто. Нет ты, козел, нет ты. Это забавные ребята. перешли, Бан, блядь. не забудьте подписаться, чтобы смотреть видео, которые не выходят в выпусках канала Zombie Chess по множеству причин, и большую часть не найти даже во всем интернете. Ссылка на экране и в описании, а также первые в мире аномальные новости в нашем телеграм-канале Чизоид. А мы продолжаем. На эту охотничью камеру попало странное летающее существо. Даже сложно предположить, что это такое. Что Это видео было снято охотником из Ньюпорта, и мы видим, как что-то довольно загадочное пролетает мимо камеры. Хеликоптер, Летающий объект вполне хеликоптер. может быть чем-то живым, когда внезапно это Паракоптер. яркое пятно пролетает. Многие размышляют о том, что это может быть. Некоторые думают, что это летучая мышь, в то время Пожилая как другие флейта. предполагают, что это мистическое существо. Но посмотрите внимательно на то, как движется этот объект. Вокруг сигаровидного объекта крутятся какие-то Пожилое спирали. сверло, ёпта. Может, это какой-то дротик или вообще НЛО. Дротик. Что думаете вы? Атодротик. Это страшное видео было снято пару лет назад, но набирает популярность прямо сейчас. То, что словили на камеру, прозвали «полуночный монстр».
Охотник из Австралии ехал по безлюдному лесу ночью, как вдруг заметил что-то странное перед своей машиной. Он думал, что это дикое животное, перебегающее дорогу. Он остановил машину, чтобы записать. Но то, что ему удалось словить, вызывает мурашки и вопрос. Что это за человекоподобное существо бегает на четвереньках в лесу? Тело у него сильно вытянуто, чтобы быть просто человеком. Длинные руки и ноги. И смотрите, как уверенно бежит на четвереньках. Что это за полуночный монстр? Это я со школы домой бегу. Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Саня. Давайте назовем его назад Санек. Местная полиция в Эммонсвилле, штат Вайоминг. Это когда, да, без 15:11. Да-да-да, 21:50. Магазин закрывается в КБ. За пивандепола, срочно. Приступила к расследованию после обнаружения огромных отпечатков возле городского моста ветеранов. Заподозрив, что к городу начали приближаться большие дикие звери, такие как медведи или горные львы, их нужно было прогнать для безопасности жителей. Охотники расставили по лесу ночные камеры наблюдения. Никто и не мог представить, что одной из камер удастся записать. Поначалу на кадрах... Вот он, мой хороший! Никто и не мог представить, что одной из камер удастся записать. Сука, как он это делает? Как он перемещается по всему миру? Это енотик Орео. Только что в Америке был, его нашли в мусорном баке. Он уже, блядь, где-то в каком-то другом штате, смотри. Спалили. Смотри, это Орео, да. Орео енотик. Ну, пожалуйста. Ночью опять что-то ворует где-то. Поначалу на кадрах попадались обычные лесные животные. Индейки, еноты, скунсы, лисы и олени. Однако в этих безобидных и не пугающих кадрах скрывалось нечто странное. Среди обычных изображений была скрытая серия фотографий, на которых размытая фигура, похожая на мужчину в спортивной одежде, приближается к камере. При ближайшем рассмотрении обнаруживается его лицо и руки, которые кажутся явно нечеловеческими. А вот кошмарный крупный план. Фото вызвало шквал реакций. Все начали задаваться вопросом, что это за персонаж, нацепивший невероятно странную и пугающую маску, проходит ночью в лесу. Before I forget. Шо, блядь? Ну, фанаты слипов ходят ночью, ну чё, пусть ходят, чё вы мешаете? Как думаете, кто и зачем сделал этот пранк, какую причину преследовал? В любом случае получилось жутковато. Нормально, ребята. Леденящая кровь видео было снято с охотничьей камеры на днях и произвело фурор. Кори Тейлор, Неужели какое-то мистическое существо было снято на видео? Слушай, прикинь, картечью дать. Есть охотники, нет? Пацаны, какой надо лучше забить? Есть охотники, по-любому есть. Я думаю, что вот такая вот такой каркас, он бы разлетелся бы вообще просто в дребодан. Просто такой... Просто 100%. Какой лучше зарядить, вы скажите? Мне кажется, дробью. Ну, дробью нормально пойдет. Там только ручки, ножки отлетят. Огуречек. Вот и вышел человечек. Дробь на кабана, говорит. Берем и все. Только. И все, нормально. А, все нормально, пойдет. В комментариях видео напишите, показывает тревожное существо с длинными конечностями, вот, двенашкой. ползающее вдалеке по Вот ребята пишут, двенашкой можно дать, и все, ёпта, и одни уши останутся. сельской местности. Какие добрые Что бы ребята. это ни было, у него непропорционально длинные ноги и маленькая... Слушай, ну что-то шляпа, да, какая-то на самом деле. Но опять же, он не выходит на свет. Не выходит на свет, значит фэк. голова. Характеристики, которые заставили некоторых поверить, что это мог быть легендарный Рейк, один из самых популярных мировых легенд. Существо, которое преследует и терроризирует своих жертв. Данное видео вызывает много споров. Как думаете, это мистификация, призванная поразить воображение зрителей, или тут что-то правдивое есть? Не верю. Вообще не верю. Охотничья камера, установленная напротив водоема, запечатлела призрака. Рейк вообще фэк. Ну, смотрите.
мое личное мнение насчет этих рейков, мне кажется, что-то было где-то когда-то. Может быть, его просто так нарисовали, потому что нашли, в каком же где-то штате, где-то в Пиндостане нашли, короче, рисунки, там целая живопись целую, наскальную, и они крайне были похожи, короче, где-то еще в одном месте до этого были найдены. И очень похожа сцена из того, как вот, типа, что-то вот такое вот, похожее на Рейка, гонится за целой толпой людей. А на втором, что, короче, типа, люди в засаде сидят где-то, знаешь, там, типа, как кусты или деревья нарисованы, и охота за животным идет. И вот тоже очень похоже. Поэтому я вам могу сказать так, может быть, люди просто это так нарисовали. Но, возможно, что-то было, какое-то доисторическое там, животное, либо какое-то, да, там, это, вагаю, да-да-да, вот, или вот вагаю люди пишут, или еще где-то. Ну, я верю, возможно такое, то есть, возможно. Может быть, это было, может быть, кто-то что-то увидел похожее, может быть, еще что-то. Под вопросом. То есть, под вопросом, но то, что это было когда-то где-то что-то похожее, это факт. Потому что наскальным этим, блядь, рисункам уже, я не знаю, сколько, миллиард лет. Вот, поэтому, ну, под вопросом. Может быть. Сейчас я не особо верю, но то, что, может, что-то было, ну, почему нет? Или что-то подобное. Сложно сказать точно. Давайте разберемся. Странный силуэт прыгает в ручей под мостом. Он как будто уснул и упал, после чего начинает прятаться. Эти кадры очень странные. Охотничья камера, расположенная далеко от жилых домов, возле моста национального... Наложение идет картинки. Я вам отсюда могу сказать, то, что вот это фэк. Это кинули что-то в воду, и потом вот это обычный монтаж. Парка. Посмотрите, как выглядит этот силуэт. Что... Да, вот он, видите, прям появляется. Это очень хорошо видно. Возле моста национального парка. Да. Смотри. Вот это скинули. Дальше, смотри, идут кадры. Смотри. Все. Вот с этого момента уже пошло... Вот это все, это уже наложение. Все. Это вот покадрово я вам прям показываю. Видишь? Причем такой фейк довольно просто сделанный. Видит этот силуэт. Что с Разоблачено. ним не так? Это человек или что-то другое? Сложно понять. Но прыгать в ручей поздно ночью и после чего там прятаться от чего-то странно. Что думаете? Покадрово, как посматривать? Данное видео очень сильно завирусилось в ТикТоке. На русской клавиатуре Б и Ю. Это над правым альтом. Ну, вы поняли. Две стрелочки. Боковые. Такие боковые стрелочки. Вот одна вперед, одна назад, это один кадр. 3 марта 2023 года. После просмотра видео так у что, всех может, нас теперь тоже в Шерлок Холмса много играть. вопросов. Кадры показывают обычного оленя. Он обычный до определенного времени. Начинает вести себя странно. Олень бегает вперед-назад по тропе, пока не разворачивается и не начинает бежать прямо на охотника с камерой. Он прыгает мимо и на мгновение исчезает в кустах. Проходит не больше 1 секунды, как он выскакивает прямо рядом со снимающим. Олень пробежал с такой скоростью, как будто телепортируется. Он выходит уже сильно наклоненной на бок головой и смотрит прямо на охотника. Затем он разворачивается и убегает по тропинке и исчезает в темноте. Неизвестно, что вызвало такое странное поведение оленя и что случилось с его шеей и головой. Нормально олень себя так не ведет. Предполагает, что у этого животного хроническая истощающая болезнь. Подожди, болезнь. Это... Да нет. Это, во-первых, другой по раскраске даже олень. Может быть, просто, ну... Да не-не-не-не-не, это другой, ребят. 100%. Вообще, у него даже окраска другая. Может быть, какой-то, ну, с аномалией родившийся олень вылез. Побежал вслед за Бэмби. Тоже как вариант. Также известна как болезнь зомби-оленей. Болезнь практически превращает оленей в живых зомби, создавая дыры в их я говорю, два они разные. мозгах, и это заставляет вести себя странно. Но этот олень вроде и вначале выглядит здоровым, тогда как резко становится так... Не-не, посмотрите на окраску. Скажем, зомби-оленем. Его состояние в конце видео явно ухудшается.
Они разные вообще. Жуткие кадры я совершенно случайно отыскал на открытом охотничьем форуме. И кадры вызывают много вопросов. Что это за создание? На этих снимках мы видим какое-то странное насекомое, пойманное в отличном качестве на охотничью камеру. Оно похоже на стрекозу или что-то подобное, только гигантского размера. Вы только посмотрите на оленя на заднем плане и этого насекомого, ползущего вверх по дереву. Сравните размер. Может, просто кадры так совпали, что ночное насекомое кажется гигантским, или У меня такое ощущение, что вот это просто нарисовали. Мне тоже кажется рисунок. Он прям видно, что вот это нарисовано. Причем, возможно, это была в фотоловушку попал олень, а вот этого товарища дорисовали. Мгм. Я тоже так думаю. качественно обработанное фото в фотошопе. Что думаете? Да не, шляпа. Я думаю, что был Вирусное просто олень. и видео всё. из Мексики, история которого началась из лагеря в лесу, Дорисовали. где группа отдыхающих заметили, что за ними кто-то следит или даже охотится. По их словам, они испытывали это жуткое чувство, как будто они были не одни, а также слышали много странных звуков. Вокруг кемпинга они видели следы. Один из отдыхающих прицепил на квадрокоптер охотничью камеру и поднял дрон вверх. Нужно было просканировать местность. Спустя несколько минут полета на коптере, оператор заметил очень высокого человека, бродящего среди деревьев без фонаря. Мы видим группу друзей в лагере, а если опустить ниже дрон, вот этот силуэт, который следит за отдыхающими. Явно это не один из отдыхающих, который так далеко отошел по нужде. Что думаете, что это за силуэт? Кто скрывается в лесу? Господи, заблудился человек. Может быть, они вообще его не отдыхающие, может, они его вообще ищут. Просто чувак заблудился и все, и сидит, ноет в кустах. Че угодно может быть. Данные кадры были сняты местными рейнджерами, которые патрулировали лес. Не знаю, мне Внезапно кажется, они это заметили какое-то странное существо, выглядывающее грибник. из-под пенька. Да не, может быть, грибник там, да, или еще какой-нибудь чувак, там просто блуданулся. Да. Рейнджеры стояли достаточно далеко от этого существа. Кадры были сняты на объектив ружья с максимальным приближением. Именно из-за этого качество не очень. Мы видим неопознанное существо, наблюдающее за рейнджерами. Оно прячется за бревном. Что бы это ни было, оно явно не хочет, чтобы его замечали. И просто всеми способами пытается спрятаться. Глаза существа кажутся черными. Почему-то мне напоминает это существо тюленя, но вряд ли они тут могут быть в лесу. Что думаете об этом существе? Пишите в комментариях под видео. Не буду никак комментировать по определенным причинам. Не хочу. При установке охотничьей камеры в туристическом парке Это не фейк, если что. где-то в Египте автор случайно запечатлел безголового верблюда. Не буду Смотрите не на спрашивайте, этого почему. безголового верблюда. Он уверенно шагает своими ногами по дороге. Смотря на это, вы думаете, что это невозможно, какая-то фантастика. Неужели и правда такое возможно? Безголовый верблюд, как он ходит и как он жив. В конце ролика становится все понятно, что же все-таки это было. Верблюд просто спрятал за свое тело голову и шею. Если ты досмотрел видео до этого момента, Спрятался. то явно тебе понравился этот материал. Конечно, значит, понравился. ставь лайк. Не забывай, это очень важно. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Я вам скажу... Ссылка на оформление. Я вам скажу так, то что я думаю, что настанет момент. Вот я говорил про Twitch 3 года назад, что через 2,5 года вас всех поперебанят, раз, запретят делать вообще всю рекламу. Сегодня слышали, да, новость? Я немножко ошибся где-то на 3-4 месяца, плюс-минус. То есть все мои слова, они сбылись. Вот мое личное мнение, что я думаю, что вот в жизненный цикл моих ровесников, то есть в течение где-то лет 20, может быть меньше, мы что-то узнаем. Ну, что-то мы узнаем про, короче, ну, что-то будет. Что-то будет. Я не знаю, что, но что-то произойдет, что перевернет все мировое сообщество в плане, ну, вот вообще мировоззрения, вообще о природе создания вещей, о законах, о истории. Вообще все вот так вот просто вот все нахер перевернется с ног на голову и все. И я не шучу. Я думаю, что вообще все поменяется. Просто вот так вот возьмет все и перевернется. Да, причем это будет настолько резко и, ну, вся наука просто посыпется. Там посмотрим. Клепай, как говорится, ёпта.